В мире мотоциклетного сообщества произошло страшное событие. Турецкий байкер Онур Убуд был задержан по подозрению в причастности к гибели известной российской блогерши Мото-Тани Татьяны Азолиной. Эта трагедия, которая произошла на дороге в Турции, оставляет множество вопросов без ответов. Мото-Таня – самая красивая байкерша России. Погибла при загадочных обстоятельствах. По словам ее друзей и близких, турецкий байкер Онур Убуд на большой скорости въехал в нее сзади, когда она притормозила перед фурой. Столкновение привело к тому, что оба мотоцикла улетели в отбойник, и Мото-Таня погибла. Друзья и близкие Мото-Тани настаивают на том, что она ехала осторожно и притормозила перед фурой, а виноват в аварии именно Онур Убуд. Однако турецкий байкер утверждает, что Мото-Таня сама стала виновницей аварии. Он утверждает, что она обогнала грузовик и внезапно въехала в его мотоцикл сзади. Ситуация развивалась слишком быстро, и он не смог избежать столкновения. Противоречия в показании добавляют драматизма и запутанности в дело, делая его еще больше сложным для следователей. Турецкие законы предусматривают серьезные наказания за убийство по неосторожности, и Онуру Убуду может грозить до 6 лет тюрьмы. Однако после допроса его отпустили под надзор до суда, что вызвало возмущение среди поклонников Мото-Тани и ее близких. Они считают, что Онур Убуд должен быть под стражей до выяснения всех обстоятельств дела. Тело Мото-Тани было доставлено в морг Института судебной медицины в Мугле, где проведут вскрытие для выяснения точной причины смерти. Решается вопрос с транспортировкой тела в Москву для похорон. Родные и друзья блогерши надеются на справедливое расследование и наказание виновного. Мото-Таня была не просто блогершей, но и настоящей легендой в мотоциклетном сообществе. Смерть Мото-Тани оставила множество вопросов без ответов. Кто действительно виноват в этой трагедии? Куда пропали видеокамеры? Была ли ошибка на дороге или преднамеренное действие? Следствие продолжает выяснять все детали, а общественность следит за каждым шагом в этом деле. История гибели Мото-Тани и расследование ее смерти в Турции продолжают волновать сердца и умы людей по всему миру. Вопросы вины и справедливости еще предстоит разрешить, и только время покажет, чем закончится этот трагический инцидент. Для ее родных и поклонников остается лишь надеяться на правосудие и помнить Татьяну как светлую, страстную и смелую личность, которая оставила неизгладимый след в сердцах многих людей. Жители Турции и турецкие СМИ называют Таню российским феноменом. За плечами Татьяны тысячи километров. Татьяна была очень опытным водителем, но, к сожалению, ее жизнь трагически оборвалась на территории Турции. Онур Убуд так и не появился на своей странице Instagram, не выразил своих соболезнований и по-прежнему считает, что виновата в трагедии только Мото-Таня.